Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим об Алтае. Алтай – великая горная страна в самом сердце Азии. Он раскинулся сразу на 4 территориях – России, Казахстана, Монголии и Китая. И до сих пор остается одним из самых загадочных и прекрасных уголков Евразии. Художник и мыслитель Николай Рерих называл его «жемчужиной Азии». И в этом нет преувеличения. Алтай похож на гигантский котел, где веками встречались народы и культуры, оставляя след в курганах, каменных изваяниях, пещерах и наскальных рисунках. Земля здесь хранит память о древних переселениях и драмах, а горные вершины – вечный лед и легенды. В административном делении России слово «Алтай» звучит дважды – Алтайский край и Республика Алтай. Но это не одно и то же. Алтайский край – пространство переходное, от равнин Западной Сибири до предгорий горной страны. Его площадь около 168 тысяч квадратных километров. Здесь лежит Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Кулундинская степь. Ландшафт преимущественно равнинный, но разнообразный, от степей и лесостепей до ленточных боров и сотен озер. Столица края – Барнаул. Республика Алтай – настоящая горная страна, площадью почти 93 тысячи квадратных километров, лежащая в самом сердце Алтайских гор. Здесь громоздятся хребты Катунский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Табын-Багдо-Ала. Над ними возвышается высшая точка Сибири – гора Белуха, 4506 метров. Рядом лежат глубокие котловины – Чуйская, Курайская, Уймонская. Природа здесь сурова и величественна. Ледники, бурные реки, высокогорные луга. Столица республики – Горно-Алтайск. Алтайский край и Республика Алтай взаимно дополняют друг друга. Один равнинно-лесостепной, другой горный высокогорный. Вместе они становятся воротами в уникальную Алтайскую горную систему, ту самую жемчужину Азии, о которой писал Рерих. Но нужно различать. Есть административное образование, а есть сама горная система Алтай. Физико-географическая страна, часть великого горного пояса Центральной Азии. Ее границы проходят не по политическим картам, а по орографическим и геологическим признакам. Оценка площади Алтайской горной системы – вопрос непростой, и оттого цифры в источниках сильно разнятся. В энциклопедиях можно встретить значения от 700 до 850 тысяч квадратных километров. Но такие данные, мне кажется, завышены. В них нередко включают соседние горные цепи Центральной Азии и широкие предгорья. В реальности, если брать именно Алтайскую систему, в ее естественных географических границах площадь оказывается меньше. Замеры по картам и современные геоинформационные системы показывают, вся горная страна, лежащая в пределах России, Казахстана, Монголии и Китая, занимает примерно 300-350 тысяч квадратных километров. Но эта величина все равно огромна. Она вполне сопоставима с размерами, например, Польши или Финляндии. Причина расхождения, скорее всего, кроется в подходах. Ученые-географы традиционно тяготеют к более широким границам, чтобы включать все переходные зоны, где горы сменяются степями и пустынями. Но если ограничиться только горными хребтами, межгорными котловинами и высокогорными плато, площадь Алтая оказывается в пределах 300 тысяч. Именно об этом великом Алтае, о его горах, котловинах, ледниках, реках и озерах мы сегодня и поговорим. Поехали! Происхождение Алтая уходит в глубины геологического времени, в эпохи, когда сама Евразия еще только складывалась. Эта горная страна возникла как результат длительных и сложных тектонических процессов, начавшихся сотни миллионов лет назад. Основание Алтая формировалось еще в Палеозое, когда на месте нынешних гор существовали древние океаны и внутренние моря. Их дно постепенно поднималось, сталкивалось и сминалось в скалы.
складки под напором литосферных плит. Именно тогда появились первые геологические структуры, которые в дальнейшем стали фундаментом Алтайских гор. В позднем палеозое здесь происходили мощные горообразовательные процессы, герценская складчатость. Она привела к образованию грандиозных массивов, поднятию хребтов и формированию ядра будущего Алтая. Древние моря отступили, оставив после себя осадочные породы и ископаемые останки, ныне встречающиеся в горных слоях. В последующие миллионы лет горы подвергались интенсивной эрозии, разрушались ветром, водой, ледниками и вместе с тем вновь поднимались под действием внутренних сил Земли. Современный облик Алтая во многом связан с более поздними процессами, особенно с четвертичными оледенениями. Огромные ледники вырезали глубокие котловины, сформировывали озера, такие как Телецкая и Маркоколь, оставили после себя морены и ледниковые цирки. Именно ледниковая деятельность придала Алтаю характерный альпийский рельеф с острыми вершинами, узкими ущельями и живописными озерными впадинами. Сегодня Алтай — это великая горная страна, расположенная в самом центре Евразии, в узле, где сходятся границы 4 государств – России, Казахстана, Монголии и Китая. Это не отдельный хребет, а целая система гор, котловины, плато, образующие единый узел. Алтай занимает особое географическое положение. Здесь соприкасаются степи Западной Сибири, пустыни Центральной Азии и высокогорья Центрального Тянь-Шаня и Саян. На севере Алтай граничит с Западно-Сибирской равниной и Кузнецкой котловиной. Здесь горы постепенно снижаются, переходя в таежные пространства, реки и ленточные боры. Северная граница условно проходит через Телецкое озеро, а восточнее к Абаканскому хребту, где Алтай смыкается с системой западных Саян. Этот переход виден даже на карте. Суровые вершины сменяются волнистым таежным рельефом. Западный рубеж Алтая выходит в восточный Казахстан. Район Усть-Каменогорска и озеро Зайсан – это своеобразные ворота в горную страну. Именно здесь горные хребты резко обрываются в степные равнины, и уже от самой границы видно, как тянутся на восток белые гребни Катунского и Курчумского хребтов. Южная граница проходит по государственным рубежам с Казахстаном, Китаем и Монголией. На юго-западе Алтай смыкается с Ауыром и Тарбагатаем. На юге с горными окраинами Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая, а юго-восточнее возвышается величественный монгольский Алтай. Здесь находятся высокие ледниковые массивы Таван-Багдоу-Ул, Мён-Хайрхан и Цамбагараф. В Монголии Алтай тянется почти на 800 километров, вплоть до предгорий Гоби. Восточная часть Алтая соединяется с Тувой и Саянской горной системой. Восточный Алтай – суровый величественный край, где горные хребты Чихачева, Шапшальский, Мангун-тайга образуют узел между Россией и Монголией. Здесь раскинулись высокогорные котловины с озером Джулукуль, Хиндик-Тикхоль и Уурек, питаемые ледниками. Эти территории всегда считались пограничными землями, где Алтай уже начинает перетекать в иной горный мир Саяны. Алтай – природный центр Центральной Азии, соединяющий разные климатические ландшафтные зоны. Здесь рождаются великие реки – Обь, Иртыш и притоки Енисея, питаемые ледниками и снегами. В пределах одной горной страны сходятся таежные массивы на севере, бескрайние степи на западе, сухие полупустыни и пустыни на юге, и альпийские луга с ледниками в высокогорьях. Такое разнообразие делает Алтай уникальной природной лабораторией, где взаимодействуют разные экосистемы. Именно поэтому регион называют «жемчужиной Азии» и географическим сердцем Евразии, связывающим Сибирь, Россию, Казахстан, Монголию и Китай. А мы начнем наше путешествие с северо-западного Алтая. Пусть это будут ворота в горную страну. От равнин Западной Сибири горному миру Алтая с севера тянется широкая долина Оби. Здесь рождается Обь, великая река Западной Сибири, чье рождение напрямую связано с Алтаем. Она возникает при слиянии Бии и Катуни у города Бийска.
Длина ее от места слияния 3650 километров, а если считать от истока Иртыша, свыше 5400 километров. Площадь бассейна достигает почти 3 миллиона квадратных километров, что делает Обь первой в России по этому показателю и одной из крупнейших рек планеты. Ее воды питают бескрайние просторы Сибири, а исток почитается как священное место. Само название Обь имеет разные версии происхождения. Его связывают с иранским словом «вода», со старорусским «обе» – две реки, а также с древним урало-самодийскими и тюркскими корнями. Обь – это природная артерия, символ Сибири, ее живая душа, соединяющая Алтай с Арктикой. И не было бы великой реки без Бии и Катуни, а их без Алтая. Бия и Катунь – две реки-сестры, рождающиеся в сердце Алтая и дарящие жизнь великой Оби. Катунь начинается у подножья Белухи, священной вершины Алтая. Она стремительно, своенравна, шумная и бурная. Ее воды питаются ледниками и снежниками, поэтому течение холодное, полное силы. Катунь известна порогами и перекатами. Она напоминает непокорный дух гор, их энергию и мощь. Бия, наоборот, мягче и спокойнее. Она вытекает из Телецкого озера, которое называют младшим братом Байкала. Ее воды темные, прозрачные и глубокие, течение плавное и степенное. Бия символизирует величие и спокойствие природы, таежную силу и красоту. Когда они встречаются у Бийска, происходит удивительное. Еще долго две реки текут рядом, не смешиваясь по цвету, словно сохраняя свою индивидуальность. Но вместе они образуют Обь, одну из величайших рек Евразии. Без катунских ледников не было бы Катуни, без Телецкого озера не было бы Бии, а без этих двух сестер не родилась бы Обь. Их истоки – сердце Алтая, а их единство – душа Сибири. Они разные по характеру, но именно в их слиянии рождается Обь, которая уносит алтайскую воду в бескрайние просторы Сибири. Чуть южнее начинается резкий подъем рельефа. Равнины сменяются предгорьями, где появляются хвойные леса и горные реки. Это область, где расположены такие населенные пункты, как Белокуриха, Майма, Горно-Алтайск. Белокуриха знаменита курортами и минеральными источниками, а Горно-Алтайск – столица Республики Алтай, главный культурный и административный центр региона. Небольшой, но важный город, который играет роль культурного, административного и образовательного центра всего региона. Несмотря на сравнительно малое население, он остается сердцем республики, где сосредоточены все ключевые учреждения – правительство, университет, театры и музеи. Здесь начинается Чуйский тракт, знаменитая дорога, ведущая вглубь Алтая и даже в Монголию. А на востоке карты выделяется Телецкое озеро, жемчужина Алтая. Это крупный водоем ледниково-тектонического происхождения, глубиной более 300 метров. Его питают десятки рек, в том числе Чулышман, а вытекает из него только одна Бия, которая в дальнейшем соединяется с Катунью и образует Обь. Телецкое озеро не только природная доминанта, но и своеобразная граница. Севернее его лежат Саяны, южнее начинается высокогорный Алтай. Долина озера Телецкое сжата с обоих берегов высокими горами и хребтами. На востоке южного плеса тянется хребет Корбу, который виден почти из всех уголков озера. Хребет Корбу является отрогом Абаканского хребта. Он протянулся по восточному побережью Телецкого озера, от Камгинского залива до Кыгинского. Северная часть хребта покрыта тайгой, над которой возвышается лишь самая высокая точка – плоский голец. В средней части преобладает Прителецкая тайга, представленная кедрово-пихтовыми лесами. Безлесые вершины достигают высоты от 2000 до 2500 метров. Самая высокая из них – Баскон, располагающаяся на границе с республикой Хакасией.
В вечернее время, когда его серые безлесные вершины, освещенные лучами заходящего солнца, контрастно выделяясь над борем темно-зеленой тайги, озеро и окружающие горы представляют необыкновенное зрелище. Вечером Телецкое озеро преображается. Лучи заходящего солнца падают на горные склоны, и суровые серые вершины, днем кажущиеся холодными и безжизненными, словно оживают. Их каменные бока загораются розовым и золотым светом, а внизу под ними раскинулось море густой тайги, темнеющей с каждой минутой. Этот контраст холодной освещенной вершины и глубокая зелень леса рождает ощущение необыкновенной гармонии. Вода озера становится зеркалом, на ее поверхности отражаются краски заката, плавные линии гор, оттенки неба. Кажется, что все пространство соединяется в едином дыхании, где нет границ между небом, горами и водой. Именно в это время взгляд уходит вдаль, к горизонту, где видны челюшинские белки. Их острые зубчатые вершины резко выделяются на фоне закатного неба, придавая пейзажу величие и строгую красоту. Эти горные пики охраняют покой озера и долины. Их контуры напоминают о вечности и незыблемости, о том, что человек здесь лишь гость, а природа – подлинный хозяин. Это Чулышманский массив, одна из ключевых горных областей Алтая, расположенная между Телецким озером и Улаганским плато. Он представляет собой обширное Нагорье, прорезанное глубокими ущельями и долинами, главная из которых – долина реки Чулышман. Склоны массива покрыты темно-зеленой тайгой, выше сменяющейся альпийскими лугами и каменными осыпями. А река Чулышман, пробивая себе путь, формирует величественные ландшафты, водопады, скальные террасы и озера ледникового происхождения. Нагорье служит связующим звеном между северной частью Алтая и его восточными районами. Дальше на восток тянутся Шапшальские и Чулышманские хребты. Шапшальский хребет мощный и высокий, с вершинами свыше 3500 метров. Он выполняет роль естественной границы, соединяя Алтай с системой западных Саян. Вместе Чулышманское Нагорье, Шапшальские и Чулышманские хребты образуют восточную стену Алтая, суровый горный пояс, за которым начинаются Тувинские степи и переход к иным природным мирам Центральной Азии. А мы переместимся на северо-запад. На северо-западе Бащелакский, Ануйский, Чергинский и Семинский хребты образуют единую горную систему в северо-западной части Алтая, представляя собой связанное орографическое целое. Эти невысокие, но живописные хребты служат переходной зоной от равнин Алтайского края к более высоким массивам Центрального Алтая. Бащелакский хребет вытянут вдоль рек Песчаный и Бащелак, покрыт хвойными лесами и богат таежной фауной. К югу от него лежит Ануйский хребет, который разделяет бассейны реки Ануй и Чарыш, известный скальными выходами и пещерами. Река Чарыш – одна из водных артерий Алтая, левый приток Аби. Ее истоки берут начало на склонах Каргонского хребта, среди суровых гор и кедровых лесов. Длина реки составляет около 547 километров. Бассейн свыше 20 тысяч квадратных километров. В верховьях Чарыш бурный и стремительный, с перекатами и порогами, а в среднем течении он успокаивается, становясь широкой полноводной рекой. Воды его чисты и прохладны. Летом температура редко превышает 20 градусов. Вдоль берегов раскинулась тайга, луга и горные долины, богатые флорой и фауной. Восточнее поднимается Чергинский хребет с густыми лесами и пастбищами, а его продолжением считается Семинский хребет, где проходит знаменитый Семинский перевал, важные ворота вглубь горного Алтая. Все 4 хребта формируют природный пояс, связывающий равнины Алтай с высокогорьем. Это зеленые горы-предвестники, где начинается настоящий Алтай. Южнее возвышается Теректинский хребет, окаймляющий долину Катуни и образующий мощный барьер между низкогорьями и Катунским хребтом. За рекой Катунью на левом берегу возвышается Куминский, Сумультинский, Иолгонский и Айгулакский хребты, образуя восточный пояс горного Алтая, примыкающий к Телецкому озеру и долинам Чулышмана и Катуни. Это высокогорные суровые массивы, где природа уже носит характер истинного Алтая, с глубокими
глубокими ущельями, ледниковыми формами и суровым климатом. Куминский хребет вытянут вдоль верховьев Бии и Телецкого озера. Его склоны поросли хвойной тайгой, а вершины покрыты каменными россыпями. Он плавно переходит в Сумультинский хребет, который обрамляет восточное побережье Телецкого озера и уходит к истокам Чулышмана. Здесь встречаются ледниковые цирки, каровые озера и скальные массивы, напоминающие альпийский рельеф. Южнее поднимается и Алгонский хребет, простирающийся вдоль Катуни и замыкающий долину между высокими горами. Он известен резкими перепадами высот, многочисленными перевалами и каменными грядами. Еще дальше к востоку лежит Айгулахский хребет, ограничивающий Лаганское плато. Это суровый горный массив, вершины которого превышают 3000 метров, а ландшафт сочетает альпийские луга, осыпи и ледниковые формы. Все 4 хребта образуют сплошную высокогорную дугу, которая служит водоразделом между бассейнами Бии, Катуни и Чулышмана. И вот мы со всех сторон подошли к самому сердцу Алтая, к Чуйским белкам и Катунскому хребту. Чуйские белки – это величественные вершины Северочуйского и Южночуйского хребтов, которые поднимаются над Курайской и Чуйскими степями белоснежной стеной. Их пики, укрытые ледниками, сияют даже летом, а в ясную погоду кажутся парящими в небе. Северочуйский хребет возвышается особенно внушительно. Его вершины превышают 4000 метров. Среди них Маашей-Баши, Караташ, купол 3 озер. Здесь расположен знаменитый ледник Актру, к которому ведут маршруты альпинистов и туристов. С северной стороны хребет выглядит как грандиозная стена, от которой вниз спадают ледяные языки, питающие бурные реки. Южночуйский хребет замыкает степь с другой стороны. Его вершины чуть ниже, но не менее суровые. Осыпи, снежники и каменные гряды создают пейзаж первозданной дикости. Эти места труднодоступны и малолюдны, что сохраняет их неповторимую красоту. Между хребтами лежит Чуйская степь, высокогорная котловина, где резкий климат делает природу суровой, но именно отсюда открываются самые впечатляющие виды на чуйские белки. Белые пики, резко возвышающиеся над ровным пространством степи, в мир иной, недосягаемый и вечный. Чуйские белки – это географическое и духовное сердце Алтая. Они питают реки, формируют климат, создают особый ритм жизни всего региона. Для альпинистов это испытание, для художников – источник вдохновения, а для местных народов – священные горы, хранители преданий. Восточнее чуйских белок возвышается Катунский хребет, один из величайших массивов Алтая и его символическая вершина. Именно здесь находится Белуха, высшая точка Сибири и одна из самых почитаемых гор Центральной Азии. Это священная гора для алтайцев и одно из красивейших мест Евразии. Ее покрывают ледники, питающие реку Катунь. Белуха славится суровым климатом, неприступностью и особой энергией, привлекающей паломников и путешественников. Катунский хребет простирается на 150 километров, разделяя бассейны Катуни и Бухтармы, и образует грандиозный водораздел. Его вершины покрыты вечными снегами и ледниками. Здесь сосредоточены крупнейшие ледниковые системы Алтая – Акемский, Катунский, Геблеровский. Они питают реку Катунь, чьи бурные воды затем соединяются с Бией, рождая Обь. Склоны хребта резкие и живописные. Ледниковые цирки сменяются альпийскими лугами, глубокие ущелья переходят в каменные гряды. Катунский хребет – это сердце Алтая, где сошлись стихии – лед и вода, камень и солнце, вечность и движение. Он задает облик всей горной стране и олицетворяет ее величие. Здесь находится Катунский биосферный заповедник, один из природных резерватов Алтая. Его площадь составляет 150 тысяч гектаров, и он охватывает центральную часть Катунского хребта, включая священную Белуху. Заповедник создан для охраны уникальных экосистем высокогорий, ледников, альпийских лугов, кедровой тайги. Фауна включает редкие виды снежного барса, алтайского улара, рысь, бурого медведя. А южнее Катунского заповедника
заповедника у подножья Южного Алтая Катон-Карагайский национальный парк, расположенный в Восточном Казахстане. В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Его территория тянется вдоль границы сразу 3 государств – России, Китая и Монголии, делая парк уникальным природным узлом международного значения. Площадь парка превышает 640 тысяч гектаров. Это крупнейший национальный парк Казахстана. В его пределах находятся хребты Южного Алтая, перевалы, ледники и высокогорные озера. Северные границы парка соприкасаются с российской частью Алтая – Катунским биосферным заповедником, а южные и восточные подступают к хребтам, ведущим к массиву Таван-Багдаула. А сам Южный Алтай – это горный хребет, протянувшийся примерно на 125 километров с запада на восток. Его западная часть лежит в пределах Казахстана, а восточная отделяет Россию от Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Это один из ключевых узлов региона, соединяющих центральный Южный Алтай с системой Таван-Багдаула. До высоты 1400-1500 метров склоны хребта заняты степями. Выше располагаются парковые лиственничные леса, достигающие уровня 2000 метров. В высокогорье простираются пояса субальпийских и альпийских лугов, где короткое лето окрашивает склоны в яркие краски. Южный Алтай богат ледниками, их здесь насчитывается более 180. Именно здесь, на восточных склонах хребтов, рождаются ручьи и ледниковые потоки, которые, сливаясь, дают начало Иртышу. Иртыш – одна из крупнейших рек Евразии, длиной более 4200 километров. Он начинается в горах Алтая, затем течет через Китай, Казахстан и Россию, соединяясь в Обь – гигантскую речную систему, несущую воды в Ледовитый океан. Иртыш вместе с Обью образует самый протяженный водоток России. Его длина достигает 5410 километров. Это 3-й по протяженности речной путь в Азии и 6-й в мире. Площадь бассейна этой гигантской системы составляет около 1 миллиона 643 тысяч квадратных километров. Начавшись в горах Южного Алтая, Иртыш проходит тысячи километров, пока не соединяется с Обью, формируя величайшую водную артерию Евразии. На Южном Алтае и озер немало, но среди них выделяются 3 наиболее знаковых – Маркаколь, Канас и Зайсан. Озеро Маркаколь расположено в Восточном Казахстане на высоте около 1500 метров. Оно лежит в глубокой межгорной котловине и окружено хребтами до 3000 метров высотой. Площадь водоема около 450 квадратных километров, длина почти 40. В Маркаколь впадает свыше 90 рек и ручьев, а вытекает лишь одна – Кальджир, несущая воды в Иртыш. Озеро отличается необыкновенной прозрачностью и богато подводным миром. Его берега покрыты лиственничной тайгой, а на альпийских лугах пасутся моралы. Озеро Канас расположено в Алтайском округе, на высоте около 1370 метров. Оно образовалось в ледниковой котловине и известно своим изумрудным цветом воды. Длина озера 24 километра, глубина достигает 120. Берега Канаса покрыты хвойными лесами, над которыми возвышаются снежные вершины Южного Алтая. Канас прославился легендами о гигантских существах, якобы обитающих в его глубинах. Такой себе азиатский Лохнесс. А озеро Зайсан находится в Зайсанской котловине Казахстана на высоте 386 метров. Оно огромное, его площадь изменчивая и колеблется от 1800 до 5000 квадратных километров в зависимости от уровня воды. И озеро древнее, оно сформировалось еще в палеогене и сохранило черты реликтового водоема. Воды озера богаты рыбой, сазаном, щукой, судаком и сомом. Берега отличаются разнообразием от полупустынных до степных. Через Зайсан протекает Иртыш. Река входит в него с юга и вытекает на север. Зайсан – это своеобразные ворота Иртыша, связывающие Южный Алтай с широтами Западной Сибири. А мы из Южного Алтая попадаем в Алтай-Монгольский, суровую и величественную часть этой огромной горной страны. Если Южный Алтай тянется дугой через Казахстан и Китай, то здесь, в Монголии, горы раскрываются во всей своей первозданной силе. Монгольский Алтай занимает западные аймаки страны – Баян-Олги, Ховд и часть Уфса, где вершины поднимаются выше 4000 метров,
а ледники сохраняются даже в самые жаркие месяцы. Центральным массивом является Таван-Багдо-Ула – 5 священных вершин, где сходятся границы сразу 4 стран – России, Монголии, Казахстана и Китая. Его величайшая вершина Хуйтен считается крышей Монголии. Огромные ледники, такие как Потанина, питают реки, стекающие в разные стороны континента. Для монгольских народов Таман-Багдо – сакральное место, связанное с мифами о духах гор. На востоке выделяется величественный массив Цамба-Гараф, сияющая белая вершина, видимая за десятки километров. Южнее раскинулись котловины и озера Хатон-Нуур, Хурган-Нуур и Даян-Нуур, лежащие среди пастбищ кочевников и обрамленные снежными горами. Здесь же сохранились петроглифы, курганы и древние каменные изваяния, напоминающие о тысячелетней истории степных цивилизаций. Монгольский Алтай более суров и сух, чем его казахская и российская части. Климат здесь резко континентальный, зима долгая и морозная, а лето короткое. Климат Алтая во многом определяется его положением внутри материка и сложным рельефом. На карте, охватывающей границы России, Казахстана, Монголии и Китая, мы видим горную страну, изолированную от океанов тысячами километров. Это обуславливает резкий континентальный климат. Летом воздух сильно прогревается, а зимой материк быстро остывает, и температуры становятся крайне низкими. В предгорных и степных районах летом обилие солнечных дней, сравнимо, например, с Южным Крымом или Кавказом, но по мере продвижения к горам количество ясных дней уменьшается из-за облачности. Распределение осадков крайне неравномерно, и больше всего влаги выпадает в горах, особенно на наветренных склонах Катунского, Теректинского и Чуйских хребтов. Здесь нередки сильные ливни с грозами и ветрами. В степях с ленточными барами осадки также заметны, но в целом количество влаги убывает с запада на восток, от равнин Алтайского края к сухим котловинам Монголии. И сезонность выражена резко. В степной части больше всего осадков приходится на июль, минимум на февраль-март. Зимой преобладает ясная морозная погода. Самое холодное место всего региона – Чуйская степь. Средняя температура здесь минус 32 градуса, а абсолютный минимум достигал минус 60. Схожие условия наблюдаются в Курайской котловине и на плато Укок. В то же время в долинах, где дует частый фен, зима мягче. Это характерно для Чемала и Кызыл-Озёка. Да, именно в Алтае, особенно в его южных и восточных районах, дуют фены. Это сухие и теплые ветры, которые образуются при перетекании воздушных масс через горные хребты. С наветренной стороны гор влажный воздух поднимается вверх, охлаждается и отдает осадки, дожди или снег. Перевалив через хребет, он спускается вниз уже сухим и разогретым. Такой ветер на подветренной стороне и называется феном. В Алтае фены особенно заметны в долинах Катуни, Челышмана, а также в Уймонской и Чуйской котловинах. Зимой они могут резко повышать температуру воздуха. Буквально за несколько часов мороз в минус 30 смягчается до минус 5. Летом фены приносят жару и сухость, способствуя таянию ледников и снегов. В горах часто формируются снежные карнизы и навалы. Особенно опасны каньоны и ущелья Катунского и Северо-Чуйского хребтов. Именно там весной резко возрастает лавиноопасность. Климат Алтая – это сочетание крайностей, знойных степей, суровых морозных котловин и влажных горных массивов. Да, природа Алтая действительно уникальна, и особенно это проявляется в его флоре. Разнообразие растительности здесь огромно, от сухих степей на равнинах до альпийских лугов и ледниковых пустошей высокогорья. Такое богатство связано с положением Алтая на стыке климатических зон Евразии и с резкими перепадами высот. На равнинах и предгорных территориях тянутся степи с ковылем, полынью, разнотравьем. Весной они покрываются ковром тюльпанов, ирисов, адонисов. В этих местах заметно влияние Центральной Азии. Растения приспособлены к засухам и резким перепадам температур. В лесостепной зоне преобладают березовые колки и сосновые боры. Особая гордость Алтая – так называемые ленточные боры, тянущиеся вдоль рек и озер. Здесь произрастает сосна обыкновенная, лиственница, береза, а подлесок богат ягодниками
дубами, брусникой, черникой и голубикой. В тайге господствуют кедровые леса. Могучий сибирский кедр – символ Алтая. Под его сенью растут папоротники, мхи и лишайники. Выше лесной границы начинаются субальпийские и альпийские луга. Особенно красивы в июле и августе. Здесь цветут эдельвейсы, радиола розовая, алтайский мак, генцианы. Эти растения приспособлены к суровому климату. У них короткий период цветения, но яркие и крупные цветки. В высокогорьях и на каменных осыпях встречаются редкие лишайники и мхи, способные выживать в условиях вечных снегов. Многие из этих видов эндемики, то есть встречаются только на Алтае. Фауна Алтая столь же многолика и богата, как и сама эта великая горная страна. Географическое положение региона на стыке Сибири, Центральной Азии и Монголии предопределило удивительное сочетание животных, характерных и для тайги, и для степей, и для высокогорья. Именно поэтому Алтай называют зоологическим перекрестком Евразии. В степных и предгорных районах Алтая жизнь устроена по своим строгим законам, и каждый вид нашел здесь собственную нишу. Суслики и сурки образуют многочисленные колонии. Они роют сложные норы с несколькими выходами, поднимаясь на задние лапки, чтобы вовремя заметить хищника, и громким свистом предупреждают соседей об опасности. Рядом с ними обитают тушканчики, маленькие ночные акробаты, передвигающиеся на длинных задних лапках скачками, словно маленькие кенгуру. В густых травостоях прячутся зайцы-талаи. Выносливые жители полупустыни степей, способные пробегать десятки километров в поисках пищи и переживать снежные зимы. Здесь обитают дрофы и стрепеты, крупные степные птицы, чьи брачные танцы поражают размахом и красотой. Их можно назвать настоящими символами открытых ландшафтов, где нет леса и каждое движение заметно издалека. В тех же краях встречается корсак, степная лисица. Она удивительно приспособлена к жизни в суровых условиях, способна долго обходиться без воды, добывая влагу из пищи, и прекрасно охотится на грызунов, делая шаги почти бесшумными. Лесостепные и таежные районы Алтая представляют собой особый мир, где переплетаются густые леса, горные склоны и глубокие речные долины. Здесь обитают крупные копытные животные, благородный олень, изящная косуля, величественный морал и редкая кабарга, чьи крошечные клыки служат своеобразным украшением. Эти звери играют важную роль в экосистемах, они поддерживают баланс растительности и служат добычей для хищников. В кедровниках и лиственничных массивах живет соболь. В тех же лесах обитают бурый медведь, грозный хозяин тайги, хитрая росомаха, серые волки и скрытная рысь. Эти хищники формируют верхушку пищевой цепи и определяют структуру животного сообщества. Птичий мир тоже богат и характерен. Глухарь и рябчик – классические лесные обитатели, чьи такования и крики наполняют весенние зори. Кедровка, незаметная на первый взгляд, играет огромную роль в распространении кедра. Пряча семена в мох и землю, она помогает лесу обновляться. Среди ветвей кедровых лесов встречаются разные виды сов, ночные стражи, чьи глаза и слух безошибочно улавливают малейшее движение. Альпийские высокогорные пояса Алтая – это царство суровой красоты и предельной выносливости. Здесь, где снег держится почти круглый год, а ветры обрушиваются на скалы ледяными потоками, выживают лишь те животные, которые приспособились к постоянным испытаниям. На каменистых склонах встречаются горные козлы и бараны, мощный козерог, изящный сибирский горный козел и редчайший архар, самый крупный баран планеты, чьи рога могут достигать 1,5 метра в длину. Их легкие и сильные ноги позволяют свободно перемещаться по крутым осыпям, где любой неверный шаг для человека стал бы смертельным. Особое место в этом мире занимает снежный барс или ирбис. Он словно тень, растворяющаяся среди скал. Его почти невозможно заметить в природе. Густая пятнистая шерсть делает его невидимкой в снежно-каменном ландшафте, а длинный пушистый хвост помогает сохранять равновесие при прыжках через пропасти. Ирбис обитает в труднодоступных районах Катунского, Чуйских и Сайлюгемских хребтов, где сохраняется тишина и дикая чистота.
Снежный барс признан символом Алтая и индикатором экологического благополучия. Если он живет здесь, значит горная экосистема еще здорова. Но как же мало осталось этих красавцев. Орнитофауна Алтая поражает своим богатством и разнообразием, отражая сложность ландшафтов и климатических зон. В горах на скалистых утесах и высоких хребтах гнездятся величественные хищники – беркуты, соколы-сапсаны и балабаны. Эти птицы испокон веков считались символами силы и свободы, а их охотничье мастерство поражает точностью и стремительностью. Здесь же обитают редкий белоголовый сип и черный грифон, крупные падальщики, играющие важную роль в экосистеме, очищая горы от останков животных. Не менее разнообразен птичий мир в долинах и у водоемах. На берегах рек и озер можно увидеть грациозных серых цапель, уток разных видов и лебедей-кликунов, чье мощное пение наполняет утренний воздух. Особое место занимает долина Телецкого озера, уникального по красоте и глубине водоема. Здесь зарегистрированы десятки редких видов птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. Телецкое озеро и его окрестности служат важным узлом миграционных путей, где пернатые находят отдых и корм. Реки и озера Алтая – это не только удивительные природные пейзажи, но и уникальные экосистемы, в которых сосредоточено богатство водной жизни. Кристально чистые горные потоки, питаемые ледниками и снегами, дают приют множеству холодолюбивых рыб. В прозрачной воде обитает хариус с его изящным высоким плавником, сильный стремительный ленок, а также привычные для сибирских рек щука и окунь. Каждая из этих рыб играет свою роль в сложной пищевой цепи и обеспечивает устойчивость экосистемы. Особое место занимает таймень, легенда алтайских рек. Это крупнейший представитель лососевых, настоящий гигант, способен вырастать до 2 метров и весит более 60 килограммов. Таймень почитается как хозяин рек, и встречи с ним всегда считали редкой удачей. Для коренных народов Алтая эта рыба имела сакральное значение. Ее считали духом, хранителем вод, символом силы и выносливости. Сегодня таймень нуждается в охране, его численность сокращается из-за чрезмерного вылова и изменения условий обитания. Он занесен в Красную книгу, и защита этой рыбы стала важной задачей для сохранения природного наследия региона. Мир насекомых, беспозвоночных и пресмыкающихся Алтая удивляет не меньше, чем богатство его млекопитающих или птиц. В теплых долинах и на лесных полянах встречаются редкие виды бабочек, яркие дневные парусники и нежные голубянки, многие из которых занесены в Красную книгу. Среди жуков особенно примечательны эндемичные формы, обитающие только в этом регионе и нигде более на Земле. В высокогорьях обитают ледниковые беспозвоночные, удивительные существа, способные существовать на снегу и во льду, питаясь микроскопическими водорослями. Их жизнь проходит в экстремальных условиях, где температура почти всегда близка к нулю. Пресмыкающиеся, хотя и менее многочисленны в холодном климате, также занимают свою нишу. На каменистых склонах можно встретить разноцветных ящериц, греющихся на солнце, а в степных зонах уже и других змей, среди которых есть и редкие виды. Эти, на первый взгляд, незаметные обитатели формируют невидимый, но крайне важный фундамент экосистем Алтая. Они участвуют в круговороте веществ, опыляют растения, регулируют численность других организмов и сохраняют хрупкое равновесие жизни в горах и долинах. Но главное, животный мир Алтая остается живым и богатым именно потому, что многие территории здесь охраняются. Алтайский государственный природный биосферный заповедник, Катунский биосферный заповедник, заповедники Маркокольский, Салюгемский, национальные парки Катон-Карагайский, Белухинский и другие. Экология Алтая представляет собой уникальное сочетание природной сохранности и одновременно уязвимости перед современными вызовами. Речная сеть Алтая и множеством горных озер отличается исключительной чистотой, а воздух остается одним из самых прозрачных и чистых в Евразии. Это делает регион своеобразным эталоном природной экологии. Однако плюсы тесно соседствуют с минусами. В последние десятилетия растущая нагрузка от туризма становится все заметнее. Альпийские луга вытаптываются, вблизи популярных маршрутов скапливается мусор, а в районе массового посещения экосистемы теряет устойчивость. Не меньший ущерб наносят хозяйственные виды деятельности, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и вырубка лесов в предгорьях. В
В степных районах усиливается эрозия почв, деградируют пастбища, исчезают целые популяции животных. Угрозой для региона остается и браконьерство, подрывающее численность редких видов. Наиболее серьезным долгосрочным фактором становится изменение климата. Площадь ледников стремительно сокращается, а вместе с ними уменьшается водность рек, что несет риски как для экосистем, так и для местного населения. Экология Алтая – это одновременно богатство и хрупкость. И понятно, что сохранить Алтай возможно только при бережном отношении. Необходима охрана заповедных территорий, развитие экологически грамотного туризма и сокращение хозяйственной нагрузки. Только так удастся сохранить величие и красоту этой горной страны для будущих поколений. Алтай – горная страна на стыке 4 государств, живая энциклопедия природы, история в камне и воде, культурный перекресток Евразии. Его величественные вершины, прозрачные реки и кристальные озера впитали в себя дыхание вечности, сохранили гармонию, которую человек так часто теряет в суете повседневности. Здесь каждая долина хранит легенду, каждый перевал тайну, а каждое озеро отражает небо так, будто оно ближе к земле, чем где-либо еще. И скорее всего, Алтай не случайно называют жемчужиной Евразии. Его пейзажи поражают контрастами, суровые степи соседствуют с цветущими альпийскими лугами, ледники лежат рядом с кедровыми лесами, а за каждым изгибом дороги открывается новый мир. Эта земля способна одарить человека редким чувством сопричастности к великой природе, где человек остается гостем, а не хозяином. Алтай – это символ. Символ силы и мягкости, величия и уязвимости, прошлого и будущего. Это место, где человек может снова вспомнить о своей связи с землей, о красоте, которая не нуждается в украшениях, и о том, что истинное богатство в сохранении гармонии. И хотелось бы, чтобы Алтай остался нетронутой жемчужиной, сияющей сегодня и для тех, кто придет после нас. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.